Вороненков, все. Через минуту, через 2 минуты после того, как это произошло, вернее, после того, как я узнал, кто именно остался навсегда лежать на киевском асфальте, я произнес: о, так это же сакральная жертва. О, так Денис же сам этого хотел. И я объясню, почему я так решил и почему я так говорю, почему я даю такие комментарии. Я не склонен кого-то обвинять, потому что преступление слишком серьезное, слишком ужасное для того, чтобы кого-то конкретно обвинить. Я же не украинский народный депутат. Но давайте, во-первых, послушаем, что говорят сегодня українські народні депутати, да і експерти. Смотри, експерт в студії. Це чи їм байдуже? Я просто не можу зрозуміти. Мені здається, що їхня головна мета – це досягнути шляхом терору, страху, повального, скажімо так. Все вот и объяснил. Просто тотальный террор. Просто хотят запугать наш непуганный народ. А добраться до кого-то из серьезных людей нашего разлива они не могут. Поэтому они добрались до Вороненкова. В принципе, это эксперт такой себе, знаете, эксперт. Давайте послушаем народного депутата. Про що воно може свідчити? Серед білого дня, прямо в центрі столиці. Это говорит о том, что ФСБ в Киеве есть, агенты ФСБ в Киеве есть, и российская власть и любые возможные методы используют для того, чтобы защитить свои интересы. Может быть, на пулях стояла монограмма ВВП. Нет, ничего этого не было. Народный депутат Украины озвучивает единственно возможную версию, которая позволяет сегодня любым киллерам уходить от ответственности. Это же все рука Кремля. Ведь надо не забывать, что Вороненков не так давно дал показания против президента Януковича, подтверждая, что действительно было от него письмо, которое требовало ввести российские войска на украинскую территорию для защиты интересов. Так это Янукович, наверное, его убрал. У меня сразу вопрос. А почему Янукович, кровавый Янукович, не убирает всех остальных? Почему Янукович по списку не убирает тех, кто на самом деле могут дать какие-либо показания в отношении него? Януковича. И, соответственно, он мог дальше быть точно так же свидетелем относительно возможности за того, чтобы засудили Януковича к сроку за его преступление. Точно, Янукович заказал. А вот давайте послушаем Илью Пономарева, который тоже ошивается в Киеве. Илья Пономарев шел как раз на встречу с Вороненковым. 5 минут не хватило для того, чтобы он до встречи дошел. Пише у себе на Фейсбуці: Денис Вороненков убит в 11:25 у Премьер-Паласа. Он шел на встречу со мной. Нет слов. Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна. Я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков. Вороненков не жулик, а следователь. Он исследовал преступления российской власти. При этом, для того, чтобы внедриться в эту преступную организацию, он сам там голосовал по Крыму, высказывания всякие делал. Это на самом деле была легенда, следовательская легенда. По всей видимости, он такой же следователь, как и Илья Пономарев. Звичайно, що зараз там казати якісь версії важко, але моя особиста думка, що, звичайно, це є замовлено Кремлем. Другой мысли просто и быть не может. Конечно же, сейчас трудно говорить версии, но эта версия будет единственно верной. Ігор Вороненков дав свідчення щодо анексії Криму і інших злочинів Російської Федерації проти України. Может быть, это Игорь Вороненков и дал какие-то там свидетельства, возможно, брат Вороненкова рассказал про что-то, но вообще-то Вороненкова зовут Денис все-таки, звали. В тому числі у справі по Януковичу. І я так розумію, що це помста з боку ФСБ. Он из себя иногда строит идиотика, но он достаточно умный молодой человек, и он понимает, что месть спецслужб это хорошо для сериалов мексиканских, к примеру, или для индийского кино. І особисто Путіна за те, що зробив і сказав Ігор Вороненков. Если бы Путин мстил каждому, кто против него что-то сказал, то выжженная земля была бы, и для кладбищ не хватило бы территорий. Серйозно виходить ситуація таким чином, що російські спецслужби вони орудують і в столиці безпосередньо, тоді як в Україні, які заходи застосовувати. И журналистка идет в фарватере Гончаренко, и все. Так получается, что российские спецслужбы орудуют в Киеве. Что нам делать? Російські спецслужби орудують в столиці, в містах, що казати, я особисто 2 тижні тому, 3 тижні тому, ви може пам'ятаєте. Не помним, Леша, давай дальше рассказывай про то, как российские спецслужбы устраивают теракты в Европе. Я думаю, що це є помста. Тобто помства режиму Путіна проти людини, яка пішла проти. Окей, это мы уже слышали, отомстил. Давай про теракты в Европе. Можуть себе українці відчувати захищеними в таких умовах? А могут ли себя украинцы ощущать в безопасности? На самом деле, я сейчас выйду, а меня убьет шпион Путина.
Сьогодні ніхто в світі не може відчувати себе захищеним, поки Путін бомбить Сирію, організовує теракти в різних містах світу, в тому числі, я впевнений, Європи. Ну вот, что и требовалось, в общем-то, доказать, и чего мы так долго ждали. Путин организовал и вчерашний теракт, я думаю, в Лондоне, в том числе, и других версий не звучит. Других версий как будто бы нет. Да и какие могут быть другие версии, когда орудуют в Киеве агенты ФСБ? Вибачте, проблеми у нас невеличкі. Ви здіваєте? Вибачайте. Да, Алексей, так красиво рассказывал, но придется еще раз рассказать, потому что технические проблемы. А теперь, в общем-то, переходим к тому, с чего я и начал. Почему Вороненков долго и старательно лепил сам из себя идеальную, филигранно-эталонную сакральную жертву? Мы находимся, как бы так скажем, на острие, на пике сейчас атаки всех российских спецслужб. Поэтому спецслужбы могут попытаться со мной что-то сделать, потому что я фигура, равная Черчиллю. Я ведь такое рассказал про Путина. Вы поймите, что я же вижу, что организовывается покушение на Антона Геращенко, взрывается Павел Шеремет. Вы как считаете, это что, просто так происходит? Пьяные разборки? Да нет, это, конечно же, происки ФСБ. Когда человек рассказывает постоянно, находясь в государстве, какое им сегодня является Украина, о том, что на него могут покушаться российские спецслужбы, и лично Путин может быть заинтересован в том, чтобы его устранить, скажите, пожалуйста, вот он думает головой, что он делает? Он не понимает, что он тем самым вкладывает определенные мысли в головы не очень умных людей, которые мыслят определенными схемами. А если мы тебя убьем, то все же подумают, что это Путин. Потому что ты сам постоянно об этом болтал. Ну, смотрите, в марте, я думаю, что в марте начнется суд, да, и я буду давать эти показания, как бы, открыты в судебном следствии, как бы, поэтому все будет известно абсолютно. Знаете, как в художественных фильмах там. Через день эту папку я передам в нужные руки. Здесь информация о том, кто убил президента Кеннеди. Если ты видишь вот такой вот в фильме, знай, что эту папку никто никому не передаст, и человека обязательно грохнут. Как Илья Пономарев говорил. Я еще удивлен, что он не написал, наверное, чуть позже, сообщит о том, что Вороненков должен был передать ему очень важную информацию. Для них я задел, потому что в России сейчас власть сакральна. Никто не имеет права ее критиковать. Никто. Вы поймите, а я все высказал в прямом эфире, что называется, назвав вещи своими именами. За такое, без сомнения, убивают посреди белого дня в Киеве. Ну, а теперь смотрите, в подтверждение тому, что я говорю. Гордон Юа сегодня. Несколько минут назад был застрелен бывший депутат Госдумы Вороненков. В предсмертном интервью он рассказал, что если не получится меня обменять, меня убьют как Бандеру. Это же Вороненков сам сказал. Он ведь должен был, мог бы подумать, к чему это может привести. А вот Навальный, мне не верите, Навальному верите по поводу того, кто такой Вороненков. И наш герой быстро оказался в Киеве. И тут вскрылось такое, что я вот уже просто несколько дней читаю их различные интервью и просто хочу плакать. Леша, да не плачь, потому что на самом деле Вороненков еще вчера готов был за Украину умереть. И сейчас, если придется, понимаете, я на защиту своей страны здесь тоже, понимаете, готов стать. А по Крыму вот это вот все, что ты голосовал, это как? А это его заставили. И он это сказал, украинские СМИ это проглотили. А я над этим не стебусь, над этим Навальный постебался. Оказывается, их обоих просто заставили голосовать за присоединение Крыма. Еще вчера все, что произошло в Украине, это было нашей общей трагедией, трагедией братского народа. Украина сегодня – это не только трагедия братского нам народа, это урок всем нам. Урок всем нам, это ты обращаясь к россиянам. Что ты имеешь в виду? Что они должны стремиться к такому, как в Украине, или что? Что имел в виду Вороненков? 25 лет несколько поколений молодых людей воспитывались в антироссийском и русофобском духе. А потом произошло вот это. В Украине есть дух свободы, понимаете? За этот дух можно многое отдать. Каждый человек творец своего счастья. Я абсолютно убежден, что Вороненков сам собственными руками создал из себя идеальную сакральную жертву. Вы увидите, что эта тема на несколько недель, что будут заявления Вороненкова теперь будут приводить в качестве аргумента в любом споре о том, что происходит вообще на мировой арене. Я думаю, что Порошенко должен отправиться куда-нибудь в Брюссель, прихватив с собой там какой-нибудь окровавленный платок из кармана Вороненкова. Порадовало, конечно же, в кавычках еще, порадовал профессионализм украинских политиков,
полицейских, потому что киллер, который валялся на месте преступления, был жив. Вокруг него ходили спокойно. Потом один из очевидцев уже закричал, что эй, да он живой. Ему пуля попала в лицо. Полицейские куда-то уехали. Ну, знаете, нет человека, нет проблемы, а мертвого не спросишь. Если небо падет на землю и задержит кого-то из киллеров, то этот киллер окажется непричастным никаким российским спецслужбам, а может быть как раз таки и наоборот, то надо будет у него поковыряться хорошенько в ранах, и тогда он станет как раз таки московским агентом Федеральной службы безопасности. В общем, ничего нового, все как всегда.